Привет, Эйяре мой. Прежде всего, сделайте вдох и представьте себе эту сцену на мгновение. Тихая репетиционная комната. Деревянный пол, испещренный следами многолетней ходьбы. Зеркало от стены до стены. Слабое эхо скользящих по поверхности ботинок. Музыка играет тихо, потом останавливается, потом снова начинается. Ничего необычного. Просто еще одна репетиция BTS. Или, по крайней мере, так думали все. Но что именно сказал Чингук Тэхёну за дверью репетиционной комнаты? И почему всего через несколько минут после этого разговора его выражение лица так резко изменилось, что даже персонал предпочел промолчать? Этот единственный вопрос не давал покоя. Не только в одной студии, но и миллионам Эйяре Муай по всему миру. Потому что это было не просто любопытство. Это не были сплетни. Дело было не в хореографии. Дело было в чем-то более глубоком. В чем-то более тихом. В чем-то гораздо более человечном. За каждым идеальным выступлением. За каждым синхронным движением. За каждой безупречной сценой. Есть моменты, которые камеры никогда не запечатлевают. Моменты, которые не попадают в тренды. Моменты, которые не становятся вирусными. Моменты, которые не сопровождаются фоновой музыкой. Просто тишина. И иногда эти тихие моменты становятся самыми важными из всех. В репетиционном зале воздух казался тяжелее обычного. Позже сотрудники сказали, что это было странно. Никакого громкого смеха. Никаких случайных шуток. Никаких игривых подколок между дублями. Только сосредоточенность. И еще кое-что, что они не могли объяснить. Тишина. Такая тишина, которую замечаешь только когда вот-вот произойдет что-то невысказанное. Чингук приехал рано в тот день. Ранее запланированного. Комната была наполовину пуста. Свет был включен не полностью. Колонки тихие. Он потянулся в одиночестве. Медленно. Методично. Словно кто-то пытается разбудить не только свое тело, но и свои мысли. Через несколько минут вошел Тэхён. Его шаги были спокойными. Выражение лица нечитаемым. Они поздоровались, как всегда. Легкий кивок. Короткое «привет». Ничего драматичного. Ничего, что могло бы вызвать подозрение. И все же что-то было по-другому. Потому что, когда два человека знают друг друга больше 10 лет, даже малейшие изменения в энергетике становятся очевидным. Особенно между Чингуком и Тэхёном. Они выросли вместе. Общие комнаты в общежитии. Общие обеды. Общие мечты. Общие слезы. Они были не просто товарищами по команде. Они были свидетелями всей юности друг друга. Поэтому, когда тишина сменяет смех, это не остается незамеченным. Началась тренировка. Музыка наполнила комнату. Ноги ритмично стучали по полу. Зеркало отражало каждый ракурс с жестокой честностью. Снова. И снова. И снова. Прошли часы. Пот стекал. Дыхание становилось все тяжелее. Но настроение так и не улучшилось. Никто не жаловался. Никто ничего не говорил. Они просто продолжали двигаться. Как профессионалы. Как всегда. Потому что именно этим и занимаются BTS. Они терпят. Они совершенствуются. Они повторяют. И, наконец, Чингук попросил перерыв. В этом тоже нет ничего необычного. Перерывы случаются постоянно. Но на этот раз
Вместо того, чтобы сесть с остальными. Вместо того, чтобы проверить телефон. Вместо того, чтобы пошутить. Он направился прямо к Тэхёну. Тихо. Без объявления. Просто небольшой жест рукой. «Давай поговорим». Они отошли. Далеко от зеркал. Далеко от динамиков. Далеко от всех остальных. В угол, у двери. Никаких камер. Никаких микрофонов. Только два силуэта, говорящие тихими голосами. Никто не мог расслышать слова. Но все чувствовали их значимость. Иногда. Не нужен звук, чтобы понять, что говорится что-то важное. Прошли минуты. Может быть, 5. Может быть, 10. Но для персонала, наблюдавшего издалека, это казалось дольше. Потому что, когда Чингук вернулся, его лицо изменилось. Не кардинально. Не так, чтобы это можно было запечатлеть на скриншоте. Но едва заметно. Его глаза стали тяжелее. Как у человека, который только что сказал что-то, что держал в себе годами. И тут тишина в комнате стала еще глубже. Позже. Гораздо позже. Чингук наконец объяснил. Спокойным голосом. Осторожными словами. Без драмы. Без театральности. Просто честность. Он сказал, что разговор был не о хореографии. Не о сценических построениях. Не об ошибках. Он был о нем. О том, что он держал в себе. Долгое время. Слишком долго. Он говорил о давлении. О том, что значит быть золотым Макне. О непрекращающихся ожиданиях. Всегда идеальным. Всегда сильный. Всегда надежный. Всегда улыбающийся. Всегда больше. Он говорил, что иногда. Он даже не знал, наслаждается ли он этим путешествием. Или просто выживает. Один только этот вопрос. Тяжелее, чем кажется. Потому что, когда вся твоя жизнь расписана с подросткового возраста. Когда миллионы людей зависят от тебя. Когда мир называет тебя успешным. Признаться, что ты устал, может казаться почти противозаконным. Но перед Тэхёном он позволил себе сказать это. Я чувствую себя хрупким. Не сломленным. Не сдаюсь. Просто хрупким. Человеком. И, возможно, впервые за долгое время. Он перестал пытаться, чтобы выглядеть сильным. Тэхён не перебивал. Не читал нотации. Не давал длинных советов. Он просто слушал. Полностью. Полностью. Такое слушание, которое дарит чувство безопасности. Иногда. Это все, что нужно человеку. Не решение. Просто пространство. Просто присутствие. Просто кто-то, кто останется. Затем Тэхён произнес одну простую фразу. Не драматичную. Не поэтическую. Просто простую. Напоминание о том, почему они начали. Музыку. Молодость. Свободу. Счастье, которое измеряется не цифрами или наградами, а ощущением жизни на сцене. И каким-то образом. Этого было достаточно. Достаточно, чтобы заставить Чингука задуматься. Достаточно, чтобы он смог вздохнуть. Этого было достаточно, чтобы он понял. Он не одинок. Когда это признание дошло до ARMY, реакцией был не шум. Это было тепло. Сообщения. Письма. Хэштеги, полные поддержки. Не требуя силы. Не требуя совершенства.
Просто говоря. Отдыхать – это нормально. Быть человеком – это нормально. Мы все еще здесь. И, возможно, для тех, кто привык отдавать все, такая любовь ощущается по-другому. Мягче. Безопаснее. С того дня ничего кардинально не изменилось. Никаких громких заявлений. Никаких резких перемен. Только мелочи. Крошечные изменения. Такие, которые замечают только давние поклонники. Улыбка Чингука спокойнее. Его движения более осознанные. Его энергия сбалансированная. Не натянутая. Не чрезмерная. Просто настоящая. Тэхён ближе. Ненавязчиво. Просто тонкие жесты. Рука на плече. Тихий взгляд. Постоять рядом с ним еще немного. Ни слова. Просто присутствие. Потому что иногда поддержка негромкая. Иногда это просто оставаться. И, возможно, именно это делает эту историю такой сильной. Не само признание. Не заголовки. Не домыслы. А простота всего этого. Два друга. Одна тихая комната. Один честный разговор. Никакого внимания. Никакой публики. Просто правда. В индустрии, которая требует совершенства. Честность может казаться радикальной. Уязвимость может казаться смелой. И признание своей усталости может стать самым сильным поступком, который вы совершите. Поэтому, когда люди спрашивают, что Чингук сказал Тэхёну в тот день, возможно, настоящий ответ не в одном конкретном предложении. Возможно, это все, что он наконец позволил себе почувствовать. Страх. Давление. Сомнение. Изнеможение. Надежда. Все это разделенное, нескрытое. И, возможно, именно в этом всегда заключалась настоящая сила BTS. Не только в идеальной хореографии, не только в рекордах и наградах, но в тихих моментах, когда они выбирают быть людьми. Вместе. Потому что в конце концов, за каждой легендой остаются люди. Остаются сердца. Остаются хрупкие эмоции. Остаются тихие разговоры в репетиционных залах. Разговоры, которые никогда не доходят до сцены. Но меняют все. Мягко. Медленно. Почти незаметно. И, возможно, в тот день, за той дверью, ничего особенного не произошло. Никаких драматических речей. Никаких слез перед камерами. Просто два друга разговаривают. Дышат. Слушают. Понимают. Напоминают друг другу, что им не нужно нести все в одиночку. И иногда это сильнее любого выступления.